Дорогие друзья, рад вас приветствовать на нашем подкасте. Сегодня мы будем с вами обсуждать очень интересную тему, которая касается стоматологии, и стоматологии именно интегративной, холистической. Ко мне пришел дорогой гость Роберт Ваганович Мамиканян, Здравствуйте. стоматолог, и не просто стоматолог, а интегративный стоматолог и писатель. Благодарю за то, что вы смогли сегодня ко мне прийти, найти время в таком непростом графике. Тема стоматологии очень интересна, и хотел бы с вами сегодня ее обсудить. Не просто тему зубов или тему кариесов, а обсудить вот эти глубокие взаимосвязи ротовой полости зубов с другими органами и системами. У меня, наверное, как и у обычного россиянина, при визуализации стоматолога или про то, что нужно идти к стоматологу, еще с детства, наверное, сформировался такой образ, что это будет больно, что это боль, унижение, страдания, и вообще как бы не хочется туда идти. Когда я уже был студентом, я узнал то, что существуют другие стоматологи, совершенно другой, иной подход, когда тебе не просто сверлят, что-то заливают, постоянно делают какие-то сложные манипуляции, но и существует другой подход и иные подходы. И я уверен, что многие мои зрители даже не знают, что такое интегративная стоматология, интегративный подход. И, наверное, первым вопросом хотел спросить, что же это такое, вот как вы это видите? Мы сами не знаем, что такое. Нет, если серьезно, то надо понимать, что интегративная стоматология – это просто часть интегративной медицины. То есть, когда мы говорим о интегративной стоматологии, мы просто берем за постулат, что мы пропагандируем интегративную медицину. Что такое интегративная медицина? Это традиционная, так скажем, медицина, это не там альтернатива. Про альтернативу мы тоже поговорим, но тем не менее, это, в общем, в рамках традиционного западного, я бы даже сказал, медицинского подхода, но пропагандирующего, проповедующего тот постулат, невероятный постулат, что все органы взаимосвязаны, ужас, и, соответственно, лечить просто желудок, лечить просто тонкий кишечник, отдельно лечить толстый кишечник, отдельно лечить зуб, это, в общем, не очень умно и не очень работает, что все взаимосвязано. Мысль, в общем, достаточно такая расплывчатая вроде бы, кто будет спорить. Но в реальной практике, конечно, это очень сильно многое меняет. Поэтому интегративная стоматология – это для начала хотя бы понять, допускать, понимать и осознавать, что, допустим, заболевания твердых тканей зубов, то есть заболевания мягких тканей, то есть там десен и так далее, во-первых, влияют на другие заболевания, начиная от там заболевания горла, ревматоидный артрит и так далее, подробнее поговорим. А с другой стороны, другие заболевания, они влияют на заболевания полости рта. И, соответственно, когда этот постулат ты понимаешь, дальше уже начинается социально-экономический момент. Потому что одно дело это понимать. Ну, я вот понял. И что мне делать? Если я работаю в поликлинике в Советском Союзе, у меня 15 минут на пациента. Вести диалоги о том, что вот давайте вы занимаетесь диетой и так далее, не было возможности. Поэтому стоматология такая вот, какую мы не любим, не потому что все стоматологи уже очень плохие люди. Стоматологам тоже страшно. Я вот пишу сейчас такую пьесу, называется «Стоматологу тоже страшно». Вот стоматологам было тоже страшно, но здесь все по, так скажем, грубо по марксизму. То есть стоматология сформировалась такой из-за социально-экономических условий, потому что такой был экономический запрос, и, соответственно, стоматологи под этот запрос стали такими, какими они стали. И сейчас, когда запрос немножко поменялся, участие населения, по крайней мере, мы стараемся работать все-таки поглубже. То есть, когда приходит пациент лично к нам, помимо оказания первой помощи, помимо оказания вот этой травматологической помощи, потому что понятно, что если человек приходит с флюсом, да, условно, там, с воспалением, с острым активным кариесом, мы не ведем диалоги о животных, о философии, мы помогаем. Но, помимо прочего, идет направление на работу с питанием, на работу с эндокринной системой, на работу с микробиомом в целом. И это дает потрясающие результаты. Вот буквально только что там мне пришло сообщение, что показатели по ревматоидному артриту стали намного лучше за год после того, как человек прошел полностью терапию. То есть просанировал полость рта, провел
качественную терапию десен, допустим, и это повлияло на то, что его хроническое состояние с ревматоидом артритом стало лучше. То есть это не супер исцеление, это не кремлевские таблетки, это не волшебство, это просто работа системная. Вот. Но тут вы меня, конечно, спросите, а это масштабируемо вообще? Вот все могут так работать? И тут надо тоже грустную или веселую вещь сказать, что мы живем в эпоху, когда я вижу, что через 10 лет, через даже, может, 5 лет формат стоматологии трансформируется, он расщепится на несколько разных историй. Потому что сейчас вот все, что мы видим надпись «стоматология», эту надпись можно, в принципе, убрать. Я это многократно говорил, наверное, надоел всем. Но, тем не менее, надо написать «травматология для зубов». И косметология для зубов, кстати, вот замечательное слово. И, конечно, когда ты видишь эту надпись, ты понимаешь, что это травматология. Вот у меня перед моей клиникой на Ленинском проспекте первая городская больница, которую прекрасно знаете. И там есть травмпункт знаменитый. Травмпункт, там остановка даже есть такая, трамвая, травмпункт, троллейбуса, травмпункт. Сейчас все заметили, насколько я старый, потому что я сказал троллейбус, хотя троллейбусов давно уже нет, и трамваев тоже. Сейчас электроавтобус, но не суть. И вот ты когда приехал в этот травмпункт после того, как ты там сломал себе что-нибудь, об что-то, ты же не просишь травматолога вот поговорить со мной, как мне правильно пить, например, чтобы не попадать в драки, или как мне вот ездить на велосипеде, чтобы не ломать. Не, ну ты пришел к травматолог взмыленный, там тебе там, значит, промыл, побрил, пошил, шину поставил и отправил домой. Да, то же самое с косметологией. Ты приходишь к косметологу. Ну, не ты, а, допустим, там какая-нибудь девочка. Вот, там, ну, хочу губы. Она же не приходит и к косметологам разговаривает, а как сделать, чтобы я была бы здоровее, да? Нет, вообще. Как сделать так, чтобы у меня психологические мои паттерны, падкость на моду, на там какие-то травмы, связанные с тем, что в детстве меня недооценивали, не заставляли меня превращаться в какую-то вот, в общем, персонажа из плохого фильма ужасов. Нет, ты приходишь к косметологу, косметолог тебе что-то колет, и ты уходишь довольно. А будет еще вот стоматология, типа, не знаю, клиника здоровья зубов. То, что резонирует как раз. Да, клиника здоровья зубов. И вообще клиника здоровья. И в этой клинике здоровья мы можем себе позволять, понимая, что ты приходишь превентивно. Вот этот превентейдж, как раз вот это все движение, да, наше. И вот это интегративно. Превентивно ты приходишь и говоришь, слушай, у меня вот нету ничего, мне ничего не сломалось. У меня все красиво, в принципе, не хочу вот этого всего. Я хочу как делать, чтобы у меня здоровье полости рта было дальше хорошим, например. Это, конечно, другой уровень осознанности. Это вот, условно, чекап, да, такой. Но, тем не менее, мы же ходим сейчас уже на чекапы, чтобы посмотреть там артериальное давление, а не ждем, пока надо уже сердце менять. То же самое с зубами, в принципе, я надеюсь, что, по крайней мере, часть общества дойдет до такого осознания, что он приходит, как ко мне сейчас приходит, в общем, каждый второй пациент, на проверку, на то, чтобы посмотреть анализы и посмотреть вообще, как делать так дальше, чтобы не понадобилось ни травматология, ни косметология. Извините, если долго, но я так... Нет, это все очень важно. Я могу сказать то, что вот за последние 2 месяца мне позвонило, написало 4 моих пациента, продвинутые. Звучит примерно так. Евгений, мы планируем удалять зубы 8. Что нам пропить для восстановления микробиома? И когда я еще начинал свою практику, мне такие вопросы даже никто не задавал. А я постоянно рассказывал про кишечник, про тонкий, про толстый, про взаимосвязи. В социальных сетях очень много постов писал. И вот прошло вот это такое долгожданное время, когда люди сами задают такие умные вопросы, и я готов там аудио записать в WhatsApp не на минуту, там на 5 минут, лишь бы человек потом вышел без побочных эффектов там, после удаления, после антибактериальной терапии, которую зачастую назначают. Поэтому я вот тоже вижу такую тенденцию, хорошую очень, и тоже вижу, как и врачи разделяются на 2 лагеря, и пациенты разделяются на 2 лагеря, которые первые пациенты приходят просто к такому инженеру, ремесленнику, человеку, у которого такие хорошие руки, он так ювелирно все сделает. Или плохие. Да, или плохие, такое тоже бывает. Из одного места. Вообще не гарантия, что инженер будет с хорошими руками, к сожалению. Да. Или второй случай, когда там тебя подготовят, посмотрят еще дополнительные анализы, восстановят, дадут еще очень ценные рекомендации. Поэтому я такую тенденцию вижу, и меня это очень радует. Но, возможно, пока еще не все, даже вот там мои телезрители это знают,
И я хотел бы начать обсуждение с темы взаимосвязи ротовой полости и состояния кишечника. Бывают пациенты иногда заглядывают, но таких у меня все меньше и меньше, которые говорят: ну, Евгений, ну при чем тут, вот смотрите рот, вот смотрите, тут какая-то трубка, ну, кишечник, просто вот трубка. А дальше черная дыра. Да, где вообще как бы взаимосвязь? Что вы мне рассказываете? Как бы это абсолютно раздельные вещи. И я хотел бы услышать взгляд стоматолога, как на самом деле биохимически, физиологически взаимосвязан кишечник, его состояние и состояние ротовой полости, образование кариеса и других проблем. Отличный вопрос. Ну, собственно, есть какие-то, видимо, факты, которые мы будем брать за аксиомы, да, что большинство, так скажем, да, огромное большинство наших проблем связано с нарушением микробиома кишечника. И мы сейчас не будем уходить в эту тему, написаны уже сотни книг, тысячи исследований на любимом факт-чекерами PubMed, и не на PubMed, насколько важен микробиом кишечника. Микробиом кишечника, все постоянно мы носимся с ними, пьем пробиотики, пребиотики, метабиотики, в общем, трансплантируем кал, пьем там, ну, все это всем понятно, есть тысячи часов подкастов про это. Кишечник – это первый наш орган с микробиомом, самым большим по размеру микробиома. А второй орган по размеру микробиома – это рот. Рот – это ворота вот всей этой нашей кишечно-ЖКТшной трубки. Значит, во рту у нас где-то, по-моему, 700, я давно свои научные изыскания делал, кандидатские и прочее, но там было там 650-700, в общем, если за прошлые 10-15 лет что-то изменилось, простите, я человек старый, в общем. Ну, 650-700 видов бактерий, и рот интересен еще тем, что у нас очень много разных мест, есть межзубные зоны, поддесневые зоны, ретромолярная зона за щекой, там типа на языке, под языком, очень разнообразные виды микробов. И, соответственно, эта микрофлора, она постоянно находится на острие борьбы с внешним миром. Качество воздуха, качество воды, качество еды, качество поцелуев, кстати. Есть такое исследование, что чтобы с партнером поменяться, то есть влиять на микробиом друг друга, надо целоваться 10-11 раз в день по 5 минут. То есть это безработные, видимо. Вот. Или люди, которые работают в специфических каких-то местах. Вот, то есть это ворота нашего микробиома. И поэтому, когда это осознание приходит понимание, что, ребят, да, я должен работать с микробиомом кишечника, это интересно, это благородно, это сложно, а я еще должен работать с микробиомом рта, и это, в принципе, немножко попроще. Потому что если я начинаю нормальную работу, улучшая микробиом во рту, с помощью адекватного питания, с помощью адекватных полосканий, с помощью неуничтожения постоянно этого микробиома антисептиками, антибиотиками, а наоборот, да, вот пестовать хорошую микрофлору, то это все распространяется на горло, это распространяется на желудок, это распространяется по всему организму. Потому что когда многие считают, что если мы во рту вот проглотили слюну, она попала в соляную кислоту желудка и там просто самоликвидировалась. То есть это черная дыра такая. На самом деле нет. Это все распространяется по организму. Сейчас, слава богу, это все тоже осознание после ковида пришло, что не буду злиться, но некоторые пропагандисты массовой вакцинации говорили на камеру, что вакцина остается в месте укола и не распространяется по организму, поэтому она не может влиять на сердце. И сейчас, когда в сердце находят вот эти все как раз миокардиты и прочие осложнения от пайзеровских и других уколов, ну, в общем, надо быть клиническим дегенератом, чтобы думать, что что-то, что попадает в организм, там и остается. Поэтому наша нарушенная микрофлора рта, она влияет на кишечник, она влияет на суставы, она влияет на работу, значит, сердечно-сосудистой системы. Я сейчас не хочу прям списком давать, потому что там от артериального давления до Альцгеймера, опять же, в PubMed буквально сотни исследований, что там у людей с заболеваниями десен, допустим, там генерализованным пародонтитом, столько-то процентов больше Альцгеймера, вероятность столько-то процентов больше там инфарктов миокарда. Это очень большой объем. То есть это можно прям делать метаанализ, и весь он показывает, в принципе, одно и то же, что люди с воспалительными заболеваниями полости рта
у них увеличен риск прям десятков общесоматических заболеваний. Вот такая простая вроде мысль, и вроде бы ни один классический стоматолог тебе на голубом глазу не скажет, что это не так. Но когда ты с ними общаешься, неофициальный, и говорит, слушай, ну да, ну и что? Что я сейчас, вот мне там 30 минут, мне надо пломбу поставить, я сейчас буду сидеть про микробиом говорить. И он в этом прав, в том плане, что это вот такая профессия, их так учили, эта профессия сформировалась вокруг этого. И типа вот, вот так. Это вот условно травматолог. А мы, надеюсь, создадим такую профессию в профессии, либо просто отпочкование от профессии. И очень часто я просто направляю пациентов на сегодняшний момент, не имея большого количества свободных коллег, которым доверяю, там, к нутрициологам, к эндокринологам, гастроэнтерологам интегративным, да, которые, работая с ЖКТ в целом, работая с питанием, косвенно и повлияют и на полость рта. Вот так. Тяжесть в животе, болезненные ощущения, вздутие, запоры – это все тревожные симптомы проблем кишечника. А именно от кишечника зависит состояние кожи, волос, ногтей, ваш уровень энергии и даже когнитивные способности. Поэтому специально для вас я подготовил специальные рецепты пробиотического питания, которые позволят вам восстановить кишечник практически из любого состояния. Скачать данные рецепты можно будет внизу под видео. Для этого нужно будет нажать кнопочку «Еще». И первое видео как раз будет посвящено данным рецептам. Обязательно скачивайте и оздоравливайте свой кишечник. Уверен, вам данные рецепты точно смогут помочь. У вас огромное количество наблюдений, когда мы восстанавливали работу кишечника, всего желудочно-кишечного тракта, как улучшалось состояние зубов. Конечно. Вот это самое ценное. Я в стоматологии практически ничего не знаю, так скажу. Богу. Вот, да. Но у меня было пару пациентов, которые приводили своих детей, там, после уже лечения у меня, говорили, что у ребенка большой налет там на зубах. Я такой думаю, попробую, поскольку у меня большой опыт лечения желудочно-кишечного тракта. Мы ребенку и корректировали питание, я ему и сборы свои назначал, и хомоспорины. Хомоспорин. Да. Вот, конечно же, и разные виды клетчатки. То есть большую такую работу проводили, там препараты традиционной китайской медицины, тибетской медицины. И где-то через месяца 4-5 я видел очень хорошие результаты. Я такой думаю, вот это да, вот это как бы интересно. Вот я эту реально взаимосвязь увидел именно в своей практике. Не просто мне это теоретически понятно, а как это реально взаимосвязано. А какие были наблюдения по кариесу? Например, пациент приходил, вы ему вы видели там картину какого-нибудь страшного кариеса, вообще страшного ужаса, он это корректировал, и вот, может быть, какие-то последние случаи расскажете. Надо понимать, что со страшным кариесом работа какая? С любым страшным стоматологическим заболеванием, потому что, тем не менее, мы работаем параллельно в формате травматологии, то со страшным кариесом надо его останавливать оперативно, хирургически, то есть сверля, так скажем. Но если приходит человек с генерализованным кариесом, мы сдаем анализы, и мы видим всегда очень большие нарушения там, витамина D, очень мало. Скорее всего, там анемичное состояние, ферритин очень низкий. Если десны смотрим, да, то, скорее всего, гликированный гемоглобин повышен, находим там кучу всякого интересного, фактора воспаления почти все увеличено и так далее. Начинается генерализованная работа для того, чтобы новые кариесы не формировались и начальные кариесы не развивались. И таких примеров, когда мы ловим пациента в состоянии, допустим, начальный кариес стадии пятна, он принимает решение заняться своим качеством жизни. Это большое количество жирорастворимых витаминов каждый день фактически. То есть это костные бульоны хотя бы пару раз в неделю, это печень трески, это, сейчас я не буду протокол писать, потому что у каждого пациента индивидуально, и это обычно отдельные консультации там с нутрициологами, я даю общие направления, они работают. И начинается постепенно реминерализация зубов, то есть кариес останавливается. Вот это очень хорошая история. То же самое, как вот недавно ребенок пациентки, постоянно налет пристали, то есть это черный налет на зубах. Видел его. Да, вот я даже работал с ним. Да, вот раз. Поработали с желчным. Что может делать стоматолог с этим налетом? Стоматолог, чему его учили?
Ну, налет, убери его. Ну, типа, ну, его не учили. Там причины, ну, типа, он такой, типа, ну, причины, там, ЖКТ, там. Ну, сходите куда-нибудь. Потому что, ну, не учили нас этому. А тут как бы есть уже опыт, там дали корень одуванчика, вот пить, желчегонная вся история. Ну вот, и ну, почистили, и параллельно начали с желчным работать. И вот приходили недавно, прошло 9 месяцев, повторно появилось там на, наверное, процентов 95 меньше, то есть там на паре зубов. То есть очевидно, понятно, что эта работа там печени желчного влияет на этот налет. Соответственно, кто этим должен заниматься? Ну, по-хорошему, стоматолог должен хотя бы понимать, куда посмотреть и куда-нибудь направить. Вот такая работа. И это не танцы с бубнами, да, это на самом деле никакой альтернативщины в этом нет. Это написано, что если ты заходишь, если глубоко и смотришь, там типа написано, ну да, налет Присли так или иначе связан с работой там желчного печени. Ну, чтобы в это углубляться, чтобы это смотреть, опять же, чтобы смотреть там вот налет, постоянно образующийся у взрослых за нижними зубами. Почистили, через 3 недели снова появилось. Дискинезия желчи всегда. Работаешь, делаешь тюбажи, постоянно работаешь желчным. Может в моменте стать больше, но потом вот сходит на нет. И это прекрасно работает, это очень радует, это очень окрыляет, в отличие от того, что ты высверлил, что-то поставил. У него тоже был один случай, когда ребенка провели с этим налетом. Я даже не знал, честно признаться, такой термин. Отправил его на УЗИ, отправил его на анализы крови. Причем это была онлайн-консультация. Пациентка, маленькая девочка, она из Ростова-на-Дону. Нашли у нее проблемы с желчным пузырем. Я такой думаю, ну начнем с этого. И вот мы поработали с микробиомом, с желчным у нее это ушло. И вот сейчас я как бы услышал, что я действовал в правильном направлении, потому что у меня до этого наблюдений нету. Я-то понимаю, что это с желудочно-кишечным трактом связано. Ни разу это не делал. Ну, в общем, здорово то, что все это совпадает. Я правильно понимаю, что стоматолог, когда смотрит в рот пациента, то, что он делает каждый день, он может по состоянию его зубов, получается, и в целом сказать, в каком состоянии организм? Ну, стоматолог нет, но специалист, который выходит за рамки вот стоматологии, то есть я и китайскую медицину так или иначе смотрю по налету на языке, по налету на зубах. Конечно, ну, в общем и в целом сейчас все шутят на работе, что я могу уже работать гадалкой, потому что иногда человек рот открывает, такой, дискинезия есть, так, там проблемы с женскими органами, да, вот как вы знали, да, ну, там смотришь, там какие-то вещи уже так, там какой сахар, ну это такие вот, я по верхам, я человек не фундаментально образован в этом, я так просто нахватался там-сям. Вот, я не великий, в общем, доктор, я только учусь. Но, тем не менее, какие-то базовые вещи ты видишь, ты можешь сказать, слушайте, ну вот, сходите там, сахарочек, гликированный гемоглобин сдайте, здесь вот это, здесь, ну, видно, что, ну, постоянный стресс, ну, плюс, если немножко понимать вот в миофасциальных историях, вот в остеопатии, то есть, смотришь, там, эти зажимы все так далее. Стресс есть, ну, да, у меня там 7 детей, 3 работы, и, собственно говоря, работаю я на Почте России, например. Ну, понятно, что стресс есть. Ну, и так далее, и начинается это все. Понятно, что не все истории заканчиваются магическим исцелением. Потому что любое исцеление, оно на 51% зависит от пациента и от запроса. Согласен. У меня недавно был случай, когда мой близкий друг мне говорит, посоветуй дерматолога. Я ему советую, зная его, советую правильного дерматолога для него. Он говорит, это же не твои дерматологи, которые там попей слезы девственниц, там бегай, прыгай, там типа не нервничай. Гони там, лимфу. Да, гони лимфу. Говорит, вот нет же, говорит, там попей грибов, там, не знаю, там отваров. Говорит, нет. Я говорю, нет. Говорит, мне хочется дерматолога, который вот скажет, вот раз, два, три, четыре, пять мазей, мажешь, вот таблетки пьешь, и все пройдет. Никакого изменения образа жизни. Вот словами говорит через рот. Но мы давно дружим, как понятно, что это есть какая-то ирония. Говорит, я не хочу изменения образа жизни, я хочу, чтобы мне дали мазюкалки, я помазюкал, и оно прошло просто. Запрос от взрослого совершеннолетнего человека есть. Я уважаю свободу выбора, его мнение вне зависимости, друг или не друг. То же самое с пациентами. Есть пациенты, которые говорят, ну, я понимаю, да. Ну, жизнь такая, я вот образ жизни менять не готов. Поэтому я готов там ходить по условно классическому пути. Раз в полгода делать чистки, воспаление мазать,
кариес сверлить. Ну, вот так. То есть это тоже нормальная история, да? Так и у меня бывает, я думаю, и у вас бывают иногда моменты слабости, когда ты понимаешь, что сейчас бы лучше медитацию и подышать, а берешь и бахаешь бокальчика 2 вина, потому что, ну вот, человек слаб иногда бывает. Но, тем не менее, тут вопрос в том, что начинается все с психологии. Если мы с пациентом входим в диалог, мы в этом диалоге понимаем запрос пациента, тогда уже даем. То есть это не концлагерь, чтобы всех насильно заставлять менять свое качество жизни в лучшую сторону. Угу. Вот начали говорить на тему питания зубов. Пока сейчас говорили, вспомню случай. Я за свою жизнь очень много разных всяких форматов питания перепробовал, даже был сыроедом. Серьезно? Серьезно, я питался одними проростками, зеленью, чуть-чуть орехов и фрукты. Вот. Весил я тогда, по-моему, 68, что ли. Там где-то даже фотографии мои остались. Мне было 23 года примерно, это вот уже там ближе, это уже там после окончания университета медицинского. Тогда вот в России это активно очень развивалось, там веганство, вегетарианство, сыроедение. Я как-то вот под это попал, под это течение начал экспериментировать. Я потом, когда китайскую медицину стал исследовать, я как бы вступил на путь истинный, вот, начал правильно питаться. Меня очень сильно впечатлил такой случай. Я тогда работал в клинике доктора Агулова, может быть, слышали про нее. Там активно принимал пациентов, и ко мне пришел пациент-сыроед. Говорит, слушай, говорит, у меня зубы выпадают все, говорит, у меня волосы выпадают. И начинает мне там еще цитировать книги, те же самые, которые я читал на тот момент, там, вдохновившись идеей сыроедения, тогда уже был полгода как сыроед, и там по науке старался все это делать. И тогда у меня очень сильно закрылись вот эти сомнения, что что-то в этом не то, что вот я тут живу в холодной такой Москве, вот, есть какое-то историческое питание моих предков, а большая часть моих предков – это русские люди, там есть и там другие предки из других стран, но по большей степени вот именно русские, даже сибиряки. Я думаю, так, что-то тут не то. А я организму намекаю, что я девочка из Бали. Да, вот. А мне пациент рассказывает, как он там Зеланда читал, как он там по изюму голодает, как он вот это делает. И я вот вижу как бы состояние зубов, и мне что-то такое щелкает, нет, что-то тут не то. Вот, и я вот после этого там уже там начинаю переходить на вегетарианство, ну и сейчас там на текущий момент я как и был... Карнивор, да, сейчас? Да, мясоед. Вот, не карнивор, там такой, может быть, там средиземноморская диета, наверное, куда-то туда. И я увидел, как вот зубы реагируют на вид питания. И вот многие такие эксперименты людей, блогеров сейчас очень много и такой не очень полезной информации. Я вот очень хотел бы, чтобы вы рассказали, какое вообще полноценное, хотя бы в общем, полноценное должно быть питание для того, чтобы зубы были в хорошем состоянии. Потому что уверен, что сейчас меня будут смотреть и адепты сыроедения, и адепты голоданий по 20 дней в сутки, и, может быть, те, кто питается там одними проростками, праноеды, или те, кто питается одним мясом, вот какая на самом деле должна быть диета для здоровья зубов? Ну, во-первых, я человек очень лояльный. Поэтому я говорю, ребят, любое питание, которое вы посчитали нужным, попробуйте. Но вы не забывайте, что вот есть высший суд, это я, стоматолог. То есть, когда ко мне приходит человек, у него зубы не обманешь. То есть, там кишечник ты не всегда видишь. Может, там не все люди там, да, там свой кал выставляют там на обозрение и так далее. Там кровь тоже, может, не видим. Бледность можно списать. Зубы, вот человек приходит, у него там 14 кариес. Он говорит, я охрененно питаюсь. Вот у меня вот самая правильная диета. Не буду называть, какая на самом деле. Сыроедение, мясоедение, неважно. Я говорю, ребят, это было ваше мнение, вы его попробовали, но нет. Да, вот я приду с 3 фингалами и скажу, знаешь, Жень, я очень неконфликтно хороший, добрый человек. Ты скажешь, Роберт, ну я тебе верю, конечно, но на тебе 3 фингала. При том, что 2 глаза. Ну, наверное, нет. Зубы все показывают. Опыт показывает, что переход на любые радикальные формы диет, главным образом с исключением животного жира, на первые 3-7 лет могут давать очень хорошие результаты по здоровью общему. Потому что когда мы переходим на сыроедение, на праноедение, на неедение чего-то, мы часто, по крайней мере, исключаем большое количество мусора. То есть автоматически ты перестаешь питаться вот этими всеми Макдональдсами и прочее. То, кстати говоря, тоже, да, важный момент, что когда мы спорим там с веганами и так далее, говорят, что Макдональдс кушать, я говорю, нет. Мы когда говорим, что не надо быть веганом, мы не говорим, что надо питаться джанк-фудом. Джанк-фуд – это всегда самое вообще плохое. Мусорная еда.
Но после того, как эти 3-7 лет проходят, все равно накапливаются дефициты. Если мы говорим про зубы, то это в первую очередь, конечно, жирорастворимые витамины. И из того, что я видел, это, в общем, тысячи и тысячи пациентов. Для людей, живущих в среднерусской полосе. Опять же, мы живем, да, у меня предки с более южных мест, там из Армении и так далее, но все равно это зоны резко континентального климата и так далее, где есть достаточно сильные зимы, и 4 сезона как минимум. А если мы берем среднерусскую полосу места проживания там, славянских, финно-угорских, тюркских племен, то это зона рискованного земледелия, в каких-то местах зона очень рискованного земледелия. И когда ты на фоне чтения книг решаешь, что ты брахман, живущий в штате Керала, или там где-нибудь в Индии, да, или ты там, не знаю, крестьянин из Гоа, и буду я питаться как он. Ты можешь питаться, но надо понимать, что тот же микробиом кишечника, который тебе дан в наследство, хочет, не хочет, гены, ген пальцем не раздавишь. Но так, и сколько бы я ни изображал, что я сейчас вместо кисломолочных продуктов, которые усваиваю легко и хорошо, потому что, опять же, гены, да, буду питаться как японская пенсионерка, потому что я прочитал, что водоросли, но они не усваиваются у меня просто-напросто. И приходят, да, люди с очень плохими зубами, говорят, у меня есть там знакомый йог в Индии, у него там 93 года, зубы, там, не знаю, дышит анусом. Я говорю, я рад, поймите, я не враг йоги, и Индии, и индуизма, и сыроедения. Но тут вопрос в том, что мне верить моим глазам или вашим книгам. То есть, живя в нашем климате, с нашей генетикой, надо базироваться на исторически обоснованную диету. То, что вы так сказали, сняли с языка. Если говорить про то, какая диета правильная диета, это в общем и в целом смотреть на рацион предков, понимать, что предки голодали много, чисто физически, да, но тем не менее есть народные, национальные рецепты по выживанию, потому что национальная кухня это что? Это же не про дефлопе. Национальная любая кухня это про то, как группа людей по совместному сговору 2 и более лиц сумели через весь этот кошмар исторический, весь кошмар климатический выжить на этой территории. Любая национальная кухня это гайд по выживанию. Это потом уже появляются завитушки в виде там всяких красот. Соответственно, ты в первую очередь смотришь, какая у тебя национальная традиция по ферментации, по квашению, по вялению, по тому, как делается тесто, какие злаки используются, как они, опять же, ферментируются, как делается тесто, как пекут, как хранят, какой рацион. У бедных, у богатых плюс-минус, но в общем и целом ты понимаешь. И ты тут понимаешь, что, слушай, там-то все очень выстроено, что тут были, жиры, какие углеводы, какие белки. Да, окей, понятно, что не надо изображать из себя тамбовского крестьянина в голодный год и кушать допустим, хлеб с нытью или с лопухом. Но в целом законы ферментации, законы хранения продуктов в рацион – это основа. И в общем и в целом здесь всем советую, если еще не читали, прочитать книгу нашего гуру Вестона Прайса. Это американский стоматолог, кстати говоря, исследователь, антрополог, исследователь первобытно-натурально живущих племен начала 20 века, который в 1920-е годы, путешествуя по разным районам мира, где были традиционно живущие группы людей. Я, в общем, потом по его следам старался тоже ездить, но в наше время уже этих зон меньше. Но он пришел к выводу, что в той же Швейцарии, в той же Мексике, в той же Африке, в той же Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, то есть пока племена живут и питаются традиционно, но имеется в виду не в пещере и едят мамонтов, а традиционное питание, то есть это грубая пища, это обработка еды такая, какая была испокон веков и так далее. У них почти нет кариеса, почти нет заболеваний десен, и правильно формируется челюсть. То есть широкие лица, эти челюсти и так далее.
как только это еще 1920-е, племя переходит на промышленное питание, высокообработанную пищу, начинается проблема, потому что начинается недоразвитие челюстей, кучные зубов, кариес, диабет и так далее. Поэтому в целом это должен быть какой-то гайд, какая-то дорожная карта. Понятно, что мы сейчас не можем взять и начать питаться как, значит, люди там 200 лет назад, но это должна быть какая-то путеводная звезда, и мы к этому должны двигаться. И вопросы питания, особенно в мегаполисе. Потому что я вижу сейчас в комментариях скажут, ну вот легко говорить, вот когда. Вопросы питания – это такая же проблема, задача, как вы там решаете вопрос с ипотекой. Кто говорит, что это хорошо? Никто. Но вы же садитесь, думаете, так, как там, значит, просчитать, чтобы вот ипотека, нам там взять ее, закрывать ее и так далее. Это же план какой-то. Питанием тоже вы в семье садитесь и понимаете, что давайте, значит, мы выделяем на питание то количество часов. Почему? Потому что если мы это сделаем, мы потом сэкономим на лечении, мы сэкономим на врачах, и мы будем себя лучше чувствовать, будем больше работать. Поэтому давай, значит, раз в неделю мы что-то там квасим, ферментируем. Давай раз в неделю я приеду там с работы, вместо того, чтобы смотреть сериал, поставлю закваску теста. Давай мы вот впрок что-нибудь там замаринуем, тоже мясо, да, там купили. Осенью, допустим, там побольше мяса, там заморозили, порезали. Ну, в общем, это стратегическая работа по созданию каких-то запасов, твою какую-то вот ферментацию делать. Шаг за шагом вы постепенно будете видеть, что это и уменьшает траты, и улучшает здоровье. То есть это нелегко, это прям большая работа, но тем не менее. Да, я тоже считаю, это очень такой большой труд, и вот именно на Ютубе очень много комментариев. Евгений, ну вы рассказываете про такие вещи, у нас нет денег, это же дорого. Я сейчас уже не на все комментарии успеваю отвечать, но когда могу, пишу то, что самые важные ценные инвестиции – это тело. Вот, потому что если тело не работоспособно, ты не сможешь, не знаю, денег заработать, ты не сможешь развиваться, вообще у тебя ничего не будет. Поэтому я тоже считаю, что такая правильная стратегия – начинать любому человеку в эту тему погружаться настолько, насколько он может, насколько ему позволяет время, интерес, там какие-то другие факторы. И я считаю, что каждый человек должен в этом, ну, может быть, не быть там каким-то врачом, ученым, профессором, но понимать, что можно делать на уровне здоровья семьи. Вот, как правило, конечно, этим женщины занимаются так статистически. Ну, это Россия, это сексизм. Ну, мои наблюдения такие. Мы с вами тоже занимаемся же этим. Ну, согласен. Ну, так получилось, да. Ферментирую дома я, кстати. Я тоже ферментирую. Но это может быть вынуждено. Да. Вот, поэтому я тоже вижу такую взаимосвязь. Вот уже несколько раз прозвучало слово «жиры». Может быть, немножко на этом остановимся, что вот обычный человек может внедрить, еще разок по этому пройдемся, для того, чтобы там восполнять пул жиров, жирорастворимых витаминов, что вот уже можно будет включить для того, чтобы поддержать здоровье зубов, и не только. Кстати, сделаю ремарку на прошлый ваш тезис, то что подписчики говорят, что это дорого, да? Ребят, заквасить банки 2-3 капусты, если вот кажется однообразным, то можно со свеклой, там, и сельдереем, в общем, много чего. Это абсолютно копеечная история. Вот там сделать несколько видов квашеной капусты с морковкой, со свеклой, там, так далее, так далее. Намочить гречку на ночь и любой другой там злак. Прорастить какие-то эти самые, значит, соответственно, тоже. И тот же маш пророщенный сделать, да, и так далее. Положить себе в контейнер, значит, квашеной капусты, там, гречки нормальной или там какого-нибудь другого злака. Ну и, допустим, вот купить у фермера там, не знаю, четверть тушки, тушку там какого-нибудь животного и там пару кусков мяса. Вот у тебя хороший обед,
Но тебе же хочется там на Яндекс.Лавке, чтобы были роллы, чтобы были вот это, там фобо. На круг получается дороже-то. Согласен. Но мы хотим дофамин, быстро дофамин, и не только дофамин, но еще и простые пути. На самом деле, я не говорю, что это дешево, но в принципе, я понимаю, что не все люди могут там домашнюю тушенку сделать, потому что в мегаполисе сложно. Но можно купить. Сейчас у нас очень много пациентов, которые договариваются с фермерами. И опять же, как в старые добрые времена, осенью покупают тушенку, там банок, не знаю, 30-40. И всю зиму из этой тушенки опять же делают, готовят. Мгм. Я утром трачу 15-20 минут на то, чтобы взять с собой еду. Не беру еду, страдаю потом изжогой, вздутиями, потому что любая еда, которую вам приготовил Яндекс, и Delivery Club, и кто там, где вы сейчас заказываете, даже премиальные рестораны, вам никто не будет готовить на правильном жире, вам никто не будет ничего там ферментировать, проращивать и так далее. Возвращаясь к жирам, если совсем коротко, Мгм. то введение в рацион 2 раза в день, 2 раза в неделю костных бульонов, ну, там Мгм. 200-250 миллилитров костного бульона, хорошо сделанного, если не получается, хотя бы купленного. Костный бульон понятно, как делать. Если кто не знает, наверное, там в комментариях люди объяснят. И 2 раза в неделю хотя бы по 50-100 граммов печени трески. Если нет возможности ее есть, потому что невкусно, потому что остатки паразитов, это все темы тоже обсуждаются, то можно просто масло печени трески пить. Мгм. Это жирорастворимые витамины. Вот. И пить витамин D, хотя бы... я зимой вот пью 10 тысяч МЕ в день. Бывают ситуации, когда мы пациентам назначаем и 20. Мгм. На короткий период, там на месяц, на 2. Вот. И состояние, когда, если нету других общесоматических нарушений, то есть надо понимать, что это работает в том случае, когда это все усваивается нормально. Если уже там печень отказывает, уже там более серьезная патология, это может просто не попадать куда надо, то начинается постепенная реминерализация эмали. Постепенная реминерализация, есть куча фотопротоколов, когда вот есть активный начальный кариес, через 3 месяца видишь, что кариес остановился. То есть дырка не заросла, это не так работает. Это не Терминатор 2, да, то есть дырка. Мгм. Дырка, она остановилась, Мгм. она начинает постепенно менять цвет. Вот у меня есть свои там начальные кариесы 2014 года. Я вот с тех пор уже 11 лет их наблюдаю. Это для меня тоже важный такой инкубатор моих идей, потому что у меня вот появились на фоне там сильного стресса и сильного, дефицита 3 начальных кариеса пришеечных. И вот один я запломбировал по глупости, а 2 начал наблюдать. И вот 11 лет прошло. Поскольку я питание более-менее держу, более-менее со своими эксцессами, то вот все прекрасно. Здорово. Пока сейчас говорили, я понял, что, наверное, я сделаю какой-нибудь такой бесплатный гайд, напишу, как правильно ферментировать продукты, какие-нибудь рецептики повыкладываю, друзья, и выложу тогда это внизу под своим видео. Ссылочка будет в описании. Пусть люди разбираются в теме ферментации, понимают, как правильно готовить. Я думаю, это будет большая польза для людей. Соответственно, я к выпуску видео все это подготовлю. У меня вот еще какой вопрос. Есть сыродавленные масла. Масло ки употребляем? Да, мы готовим только на масле кхи и только на животном жире. Только. То есть любая жарка, любое тушение, оно всегда вот на этом. Соответственно, Мгм. масла растительные, там оливковое масло, кунжутное, много разных. Из Мгм. орехов. Это все в салаты. Это можно пить отдельно. Мгм. Вот. Но для готовки всегда масло кхи или животные жиры. А есть какие-то наблюдения именно по сыродавленным маслам, которые как-то особенно сильно влияют на работу ЖКТ и на состояние зубов? Знаете, у меня лично моих нет. Мгм. У меня лично моих нет. По сыродавленным, по маслам вообще, в принципе, у нас основной позитивный момент – это то, что утром, каждое утро до чистки зубов, рот полоскать кокосовым либо кунжутным маслом. Это, в общем, старая аюрведическая как раз практика. Мгм. Мы сейчас сделали даже отдельную полоскалку для тех, кому лень самому. Это там кунжутное масло с экстрактами
аюрведическими, там тоже кориандра, гвоздики и так далее. Это очень хорошо снимает воспаление. И утром, когда ты просыпаешься, особенно у людей, у которых там вот ротовое дыхание нет-нет, но и проскальзывает, да, то это очень хорошо вообще для эмали. Утром проснулся и для эмали, и для мягких тканей. Держать во рту вот это масло, там 3, 5, 7, кто сколько может. Мгм. Это очень хороший эффект. Очень хороший эффект и по убиранию воспаления в деснах, и по укреплению эмали. Вот это очень, очень хорошо. Мгм. Ну, супер, я думаю, все возьмут на вооружение тот способ, который реально работает. А какая взаимосвязь по желудочно-кишечному тракту? Я думаю, достаточно мы хорошо все обсудили. Взаимосвязь состояния лор-системы с зубами. Уверен, что много пациентов приходят, там, не знаю, с хроническими тонзиллитами, но они в своей голове никогда не связывали, как это хроническое воспаление влияет и на ротовую полость, да и вообще на весь организм, там, вызывая даже где-нибудь в перспективе какие-нибудь аутоиммунные процессы, не дай бог. Ну, кстати, вот предыдущее полоскание, которое я сказал, они очень хорошо и для лор-органов, для миндалин. Мгм. Вот знакомые лоры хвалят. Но это надо делать регулярно много, да? Связь, лор-стоматолог сейчас уже даже вышла на какой-то общий мировой уровень, Мгм. потому что адентогенных, то есть вызванных зубами воспалений в гайморовых пазухах, то есть в верхнечелюстном синусе, это, в общем, уже общеизвестная история, что воспаление в зубе может привести к воспалению в верхнечелюстных пазухах, Мгм. и, соответственно, воспаление верхней челюстной пазухи может влиять на зубы. Это, в общем, все понимают. То же самое, что пародонтит, обострение пародонтита, несанированность полости рта. Это что у нас? Это нарушение микробиома, увеличение патогенных микробов во рту, что напрямую будет влиять и на тонзиллиты, состояние миндалин. Это всегда видно. То есть, если пациент с острым пародонтитом, у него чаще всего сопровождается либо хроническими, либо острыми заболеваниями лор-органов, Мгм. частое обострение тонзиллитов, частые ангины, кстати. И санация полости рта, если грамотный лор, он всегда скажет, что давай мы будем работать с нашим органом, параллельно просанируй, нормально просанируй полость рта. И тогда будет прям вау-эффект. Но это опять же, к сожалению, работа. Работа муторная, ежедневная, чтобы утром полоскать, вечером полоскать, чистить не агрессивными, а именно оздоравливающими пастами. Понимать, что каждый продукт, который ты кладешь в рот, он микробиом будет сдвигать либо в плохую, либо в хорошую сторону. Об этом думать, понимать, что сладкие напитки, быстрые углеводы, джанк-фуд — это все твои враги, которые увеличивают количество патогенов. Потому что такое микробиом полости рта? Там есть все. Там есть все. Есть просто хорошие и плохие. Всегда. И у меня, и у вас, у всех. Просто плохих поменьше, хороших побольше. Соответственно, если ты ешь чипсы, которые там у тебя фактически во рту разлагаются уже там до желудка не доходя, то это, естественно, увеличивает количество плохих ребят. Потому что у тебя там крахмал, быстрые углеводы, Мгм. сахара, сахароза и так далее. Если питаешься нормально, то есть ты нормально поел, правильными продуктами после еды, там, опять же, старые методы, там можно кисломолочное что-то выпить, можно с сыром. Почему сыр в конце? Потому что сыр, на самом деле, тоже это как бы способ во рту поддержать микробиом. В очень многих традициях после еды все там едят сыр. Потому что это для микробиома тоже очень хорошо. Если это хороший сыр, там, натуральный, да, либо там прополосни водой, там, я не знаю, пожуй там морковку, Мгм. нормально будет. Даже не обязательно зубы чистить, если здоровый микробиом и все нормально ты питаешься. Понятно, что если ты съел там пачку Skittles, то после этого надо зубы почистить и пойти помолиться. А если у тебя там был Мгм. нормальный прием пищи, я не говорю, что не надо чистить зубы. К этому тоже придем. А то, что просто если это нормальный прием пищи, натуральных продуктов, то заканчивая трапезу чем-то таким оздоравливающим, условно, ты понимаешь, что я пожевал какой-нибудь там сыр, ну что там, это лактобактерии, и ребята вроде хорошие, да, все там плюс-минус, то есть я там не пожевал сникерс, я пожевал там это или морковку погрыз, механически почистил, в общем и в целом тоже все нормально.
Вот, вечером почищу зубы. А если ты поел это все вот сладкое, сладким запил, еще и ходишь, посасываешь это сладкое, еще и там на работе из там первых 4 часов на работе ты 4 часа посасываешь кофе, понятно, что ты нарушаешь микробиом. Понятно, что ты нарушаешь микробиом. Надо быть этому осторожным. Поэтому я воду пью. Я правильно понимаю, что в итоге оказывается так, что важно не только зубы чистить каждый день правильными движениями, под правильными углами, но где-то вот эту пальму первенства мы можем отдать образу жизни, внутреннему состоянию человека, что даже тот человек, который использует хорошую зубную щетку, правильно все это вычищает, и он все равно может прийти с большим кариесом к стоматологу просто потому, что у него есть проблема с кишечником, проблема с органами, дефициты и другие причины. Да. Сейчас меня распнут коллеги, хотя нет, эта мысль, в общем, стала с тех пор, как я начинал, тогда это была вообще скандальная история, все такие в шоке, как это, потому что учили, что чистка, 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 это вообще все. Сейчас надо понимать, что это, в общем, уже очевидно. Чистка, вся вот гигиена, которую мы делаем, это 10% вершины айсберга. Угу. По умолчанию мы не знаем у вас какой микробиом, какое питание, что. Поэтому по умолчанию чистите, пожалуйста. Да? Это не означает, потому что особенно в общественном транспорте иногда идешь, вот, слышишь, как некоторые люди пахнут. Нет, чистите, потому что это в любом случае, мы не ошибемся, если чистим зубы безопасной, без химозы, чем-нибудь. Там, даже банальным кокосовым маслом, если вот ничего нет. Хотя мы создавали зубные пасты с адекватным составом, там, если надо, ссылочки дадим. Но зубная паста должна, да, помогать вспениваться, если есть какие-то натуральные эфирные компоненты, эфирные масла и так далее, помогать. Гидроксиапатит для эмали, окей, это все вот так на уровне, вот по внешнему контуру поработали. Нету антисептиков, самое главное, нету фтора, нету химозы, мы не разрушаем микробиом агрессивными всякими историями, не полоскаем всякими средствами типа полоскалки для полости рта из фирм, которые производят эти самые средства для унитазов, то есть вот эти агрессивные антисептики и так далее. Кстати, листерин же изначально, вот полоскалки листерин, если поставить фотографию, чтобы люди знали. Изначально в 20-е годы они же делали средства для унитазов, серьезно. Но листерин в честь Листера, который вот микробы открыл. И там средства для унитазов, средства для ванны, потому что это же 20-е годы, это вообще пик того, что вот мы в науке как, мы что-то новое открыли, и мы такие, мы все поняли, мы поняли мироздание. И весь тренд был в США, да, что микробы надо уничтожить везде. Вот есть микробы, поэтому все надо протирать, везде все это сделать, ну и с организмом то же самое. То есть надо это как героин раньше назначали. Ну, это та же эпоха, да, любимая. И типа, что все, микробы надо просто... Вот мы увидели что-то, вот люди же какие, они тут первый шаг сделали, что-то увидели, чуть-чуть вершину айсберга, такие, нам все понятно, микробы надо... И, значит, они сделали это средство, которым надо там, типа, протирать ванны, унитазы и так далее. Потом так что микробы же в теле тоже есть. Надо вот еще там во рту, подмышки, гениталии, вот все это тоже протирать, чтобы микробов не было. Они же не понимали, что такое микробиом, в принципе, так. Понимаете, микробы что-то плохое. Вот, ну, дело не очень шло, потому что, ну, типа, а зачем мне там рот полоскать какой-то около унитазной химозой. И был придуман термин галитоз как раз. Но это маркетинг, как с ковидом. То есть сначала надо создать проблему. Значит, и началась массовая реклама, что галитоз. Что это вообще? Слово придумали с латыни, просто создали слово. Запах изо рта. Это вообще пипец. Запах изо рта, запах изо рта, запах изо рта, запах изо рта. У вас там мужа не будет, потому что запах изо рта. И начали листерин продавать массово уже это самое. Понятно, что листерин и прочие такие агрессивные полоскалки – это беда, потому что то же самое, что каждый день, я не знаю, клизму делать с духами, потому что у меня там вот из попы как-то не так пахнет. Ну, это очень странная история, потому что это постоянно выжигает всю микрофлору, и хорошую, и плохую. Но при этом у плохих уже постепенно еще и образуется там привыкание к этому всему. Вот, поэтому чистка, вся гигиена полости рта – это важно, пока еще и мы не знаем ваш статус. Но это вершина айсберга. Нижняя часть айсберга – это всегда ваше питание, ваш метаболизм.
и ваш образ жизни. Другой вопрос, что впадать не надо еще в крайность такую, что вот первобытные люди не чистили зубы, вот мой прадед не чистил зубы. Первобытные люди и прадед – это, к сожалению, не показатель, потому что они жили в другой экологии, с другим образом жизни, с другим питанием. И я видел зубы прадедов, многих ваших прадедов, которые ко мне приходили. И там не все так безоблачно, да, не все так безоблачно, поэтому тут надо не впадать в крайности. То есть чистка зубов это не навредит, если все средства, которыми вы чистите, они хотя бы не вредят, они адекватные, они создают механическую помощь. Но это не пуп земли. Пуп земли это ваш образ жизни. Извините, если долго, но это я больная считаю, тема. что это очень важно именно наших слушателей к этой идее подвести, что ротовая полость, она связана с другими системами, что важно не только здесь работать, а вообще со всем организмом. Мы вот про полоскалки поговорили, вот то, что вот в натуропатии там обычно рекомендуем, это вот там гвоздику рассасывать, Да. чай с кардамоном, страдавленное масло черного тмина тоже полоскать. Может быть, какие-то есть еще средства, вот, что вот мы из натуропатии можем взять себе вот такой ежедневный опыт? Ну вот посасывание гвоздики, эфирное масло гвоздики можно использовать, просто сыродавленное масло гвоздики, оно, правда, очень дорогое и входит в огромное количество стоматологических препаратов, но в целом с водой, с каким-нибудь другим маслом, капельку масла гвоздики, либо просто гвоздику сухую в рот кинули, посасываем, идеальный эффект. Вообще, в принципе, все вещи, которые у нас в натуропатии известны как препараты, которые снимают воспаление, они также прекрасно работают в полости рта. Там никакой мега тайны нет. Соответственно, поэтому, если у вас нет возможности, вы поели банку шпрот, никто не говорит, что после этого идите ложитесь спать. Почистите зубы, если нет такой возможности, вы в походе и так далее, можно погрызть морковь, кинуть в рот ту же гвоздику, прополоснув рот предварительно. И, соответственно, все будет прекрасно. Кстати, масло орегано. Пожевать орегано тоже. Эфирное масло орегано очень хорошо работает. Эфирные масла чайного дерева я назвал. Кардамона то же самое. То есть очень хороший такой легкий противовоспалительный эффект, ну и запах. Хотел бы немножко пообщаться про пломбы и про амальгамные, чтобы вы рассказали, что это такое. Насколько мне известно, сейчас их в России уже, слава богу, не используют. Вот. Очень хотелось бы, чтобы вы рассказали, как это было раньше, какие тенденции вообще пломб сейчас, чтобы ввели в курс наших слушателей. И как амальгамные пломбы влияли, когда их ставили на работу организма? Ну, история медицины – это вообще история экспериментов над людьми. Это нормально, наверное. Не знаю, не мне это все судить. Но амальгамные пломбы – это пломбы из металла. Это смесь, соответственно, олова, свинца, ртути. Идеальная мысль делать из этого пломбы во рту. Ну, потому что как раз это не интегративный подход. То все, что происходит во рту, остается во рту. И надо понимать, что стоматология, она такая незаконнорожденная дочь или сын медицины, потому что никогда вообще ее не воспринимали как медицину. Все великие изначально стоматологи, они больше про инженерные решения, нежели про медицинские какие-то. Это всегда были какие-то технические задачи. Как канал запломбировать с чем-то. То есть мысль, что это как-то связано с чем-то другим, она далась нам только к 20 веку, и то, наверное, не всем. Соответственно, придумали, что у нас какая задача стоит? Оздоровить? Нет, конечно. У нас есть орган. Фактически это как чайник у тебя стоит там. Стоит орган, но он во рту у тебя, ну какая разница? Дырка, надо ее заполнить чем-то, чем угодно. Вообще чем угодно. На дворе 19 век. Надо понимать, что в 18 веке президенту США первому, Джорджу Вашингтону, делали протез, который весил там, по-моему, 150 граммов, из дерева с латунными вставками, а зубы использовали зубы трупов, зубы ишаков и зубы лошадей. То есть отношение взаимосвязи органов вообще нулевое. То есть там представляете, наверное, как это все выглядело и пахло. Вот. Все максимальный вот такой механизм.
Ну и, соответственно, придумали амальгамные пломбы, потому что быстро, дешево, сердито. Высверливается, заливается туда амальгама. Это смесь металла обозначает. Ну, пары ртути, ну, при жевании выделяется в рот свинец, олово, ну, господи. Ну, вот мой прадед дожил до 100 лет, и все хорошо. Вот такой логикой. Плюс амальгама, поскольку это понятно вообще, какое офигевание происходило у зуба, там происходило вот это амальгам-тату, то есть это как татуировку наставляет, и это все проникает еще в окружающие ткани зуба и стабилизирует кариес, как это ни странно, потому что, ну, зуб, ну, это как, я не знаю, что это химиотерапия такая локальная. Вот, и стоит бесконечно долго. Поэтому амальгамы защищали до недавнего времени. Прям защищали. Когда мы стали эти амальгамы безопасно удалять, был целый протокол по безопасному удалению амальгам. Ведущие российские стоматологи некоторые, они прям рвали жопу на британский флаг тем, что это же золотой стандарт американской стоматологии. Ну, как вы можете критиковать амальгамы, ведь это же Америка, она же все делает правильно. И когда, в общем, сначала в Америке, потом в Европе вот запретили амальгамы сначала беременным, потом детям, потом старикам, в общем, потом всем, кому не жалко, в общем, все как-то вот. Ну, сейчас это, то есть, такая же история, как с ковидом. То есть, в 2020 году все говорили, что вакцины абсолютно безопасны и остаются вместе укола. А сейчас, в общем, приличный человек, который скажет, что, в общем, все, кто умеет думать, они все поняли. Вот. То же самое с амальгамом. То есть, сейчас, конечно, никто не будет говорить, что амальгама – это хорошо. А буквально 10 лет назад на моей прям свежей памяти говорили, что, да господи, ну, свинец во рту, ну человек, проглотил, это попало в соляную кислоту, ушло там куда-то. Даже восприятие, что рот и там, ушло куда-то. Ну, соляная кислота – это что? Это черная дыра в космосе, она прям пропадает. А то, что это влияет там на увеличение заболеваний там, того же Альцгеймера и так далее, есть масса исследований об этом. Ну, что делать? Наука же как работает? Мы поэкспериментировали 100-150 лет, поняли. Упс, извинились, пошли дальше. Ну, сейчас, в конце концов, там Pfizer или кто там недавно тоже извинялся, что так. Не очень получилось. Ну, что делать? Это наука. Мы экспериментируем на вас. Вот. Поэтому исторически обоснованная диета, исторически доказавшие себя безопасность свои методы. Уходим в конспирологию постепенно. Да, какие пломбы-то ставить в итоге? Что вот сейчас такое? Сейчас амальгамных, слава богу, в России нет. Самое последнее сейчас что? Сейчас в основном это композитные пломбы, только лишь. Надо понимать, что все пломбы так или иначе, они химические, конечно. То есть пломбы из смолы кедра их нет. И живица с куркумой, к сожалению. Поэтому есть пломбы композитные, так называемые, светоотверждаемые. Есть там у них бисфенолы, которые нам не очень нравятся. Есть композитные пломбы без бисфенола. И в каких-то местах они, в принципе, у нас в клинике в том числе используются, ставятся. Но надо понимать, что здесь хотя бы, не так это все страшно ужасно. Это химически неприятно, конечно. Поэтому, если большие пломбы, мы стараемся все-таки пломбы вообще не ставить, делать керамические пломбы. Они просто чисто из керамики, там нет ничего такого даже сомнительного. Вот. Но в целом сейчас в стоматологии материалы и методы, по крайней мере, не содержат каких-то прям кошмарных историй, известных нам. Опять же, да, есть бисфенолы в пломбах, не у всех людей адекватные взаимоотношения с титаном, из которого импланты. Но остальные материалы, это диоксид циркония, это керамика прессованная, они все очень зеленые, очень биоинертные и безопасные. Поэтому можно сказать, что вот в моем мире, где я живу, где нету, в принципе, никаких там металлических штифтов, металлических вкладок, металлических там зубов, коронок и так далее, в основном это керамика, цирконий, и пломба. Все более-менее безопасно. Мы достигли такого уровня, когда, по крайней мере, каких-то прям монструозно злостных вещей там нету. Хотя надо понимать, что, опять же, пломба – это результат химической промышленности. Все же надо понимать. Ну, как минимум, мы сейчас понимаем, то, что этот диоксид циркония, который использует, он химически как-то не взаимодействует, и лимфатическую систему, кровеносную систему не будет отравлять. Не взаимодействует, да. Ну, по крайней мере, доступным нам сейчас там базе знаний, да, с точки зрения этого. Что, может быть, там 10 лет пройдет,
и мы поймем, что вот что-то чуть-чуть все-таки там и есть. Но в любом случае это лучше, чем раньше было. Ну да, потому что на самом деле очень часто бывает дилемма, когда мы видим, знаете, нет одного зуба жевательного, да, но надо ставить имплант титановый, потому что циркониевый имплант там может там не справиться с задачей. Ну, хочу я титан. Угу. Ну, вроде нет. Но если я не поставлю этот зуб, у меня все остальные зубы начнут стачиваться, рушиться, ломаться по шейке. То есть тут всегда надо понимать, что мы делаем какие-то действия вот в нашей интегративном даже подходе не потому, что это наша мечта, а потому что это помогает избежать большего зла. Тут тоже надо понимать. Потому что если мы выбираем между идеальным человеком с идеальными зубами, у которых нет проблем, я ему просто говорю, давай я удалю тебе зуб, поставлю имплант, да не надо, конечно. Но когда ты приходишь уже с имеющейся проблемой в виде отсутствия зуба, мы взвешиваем на весах, а что хуже будет. Вот мы сохраним свою вот эту натуральную девственность, во рту ничего не будем ставить, но это приведет к разрушению всего остального. А пациенту всего 36 лет, он там в 56 потеряет уже еще больше зубов, если мы сейчас не примем меры. И тогда начинаешь думать, конечно. Вопрос, который я очень хотел задать. Как изменились пациенты за последние 10 лет? Вот какие они были 10 лет назад, какие сейчас? Вот в плане там запросов, вопросов, в плане такого уровня образования. Ну, мои пациенты изменились, как Россия изменилась. То есть это небо и земля. То есть Москва 10 лет назад и Москва сейчас это, в общем, потрясающий, один из лучших городов мира сейчас. А 10, тем более 20 лет назад это, в общем, так достаточно много печального было. То же самое с пациентами. У меня понятно, что круг пациентов свой, достаточно большой. Это всегда люди, уже знакомые с тенденциями в мировой науке, знающие какие-то азы и нутрициологии, и питания, заботы о себе, взаимосвязи. То есть они в целом интегративно мыслят, хотя бы базово. И запрос у них это и восстановить, ну и самое главное, создать какую-то подспорье для адекватного функционального использования своего рта, правильного. То есть не просто там сделать красиво или закрыть дырку, потому что мы проповедуем еще и функциональную стоматологию, чтобы зубы смыкались в максимально адекватных позициях, да, поэтому там исправление прикуса делается не для того, чтобы было все ровно, а для того, чтобы все было функционально. Поэтому пациенту очень комфортно, этого не сглазить. Очень классно, и на этом фоне всегда, конечно, контраст, когда кто-то заставил своего какого-нибудь родственника прийти, который не хотел приходить, либо пришел по острой боли. Потому что это просто человек приходит и говорит, у меня вот зуб болит, удалить, я пойду дальше жить. Я, конечно, это все прочитываю всегда и никогда не веду душеспасительных бесед с человеком, у которого нет такого зуба. Приходит человек, говорит, вот зуб, удалить. Но ко мне редко так попадают, потому что у меня такая запись, что прям по острой боли сложно попасть. Но тем не менее, вот, либо там пациентка привела папу, маму, не знаю. У человека нет запроса. Я не буду лезть без запроса и пациенту объяснять, что там надо что-то менять. Вот. Бывает там такие курьезные случаи, когда пациент сам говорит, вот назначьте мне, пожалуйста, антибиотики. Я что-то их давно не пил. Я говорю, не надо, зачем? Все нормально, мы справимся без них. Не, мне так спокойнее. Человек такой запрос. Я говорю, не надо 3 раза. Он говорит, нет, вот, пожалуйста, я иначе пойду сейчас к терапевту, чтобы мне выписал антибиотики. Человека, такой подход. Понятно, что это вот прям редкие эксцессы, но тем не менее. Пациенты очень сильно улучшились. Резюмирую, очень сильно улучшились. Какую-то лепту в это внесло вот интегративное движение, первентейджевское, Инстаграм в чем-то, популярные врачи в Инстаграме, популярные блогеры. Ко мне попадают люди, которые все-таки это переварили, критически осмыслили, а не нахватались. И с ними легко работать, с ними комфортно работать. Мы сегодня обсуждали взаимосвязь зубочелюстной системы с внутренними органами. А какая есть взаимосвязь с состоянием осанки, состоянием мышц? Связь прямая и, в общем, всем очевидно уже, да, что неправильный прикус мы имеем в виду неправильным под неправильным нефункционально. То есть, где зубочелюстная система сформировалась таким образом, что корни стоят не оптимально, угол смыкания не физиологичен, постоянная травма, постоянная перегрузка. Это приводит
и к остеопатическим нарушениям. Вот здесь, вот, под подбородком начинаются зажимы. Это ведет к тому, что сзади стягивается, нарушается как раз циркуляция крови и кровоснабжение мозга, и проблемы с постурой, с осанкой. Это прям то, что можно увидеть, потрогать. То есть здесь очень много кейсов до работы с ортодонтом и с остеопатом. Потому что когда ортодонт работает, параллельно надо с телом работать. Да? И после ты видишь, как меняется вот зона подбородка, как меняется зона шеи, прям как меняется самочувствие пациентов. Связь, она вот прямая и непосредственная. Поэтому сейчас все, в общем, ортодонты, они работают с телом тоже. То есть направляют к остеопатам, к телесным терапевтам, чтобы с ними вот взаимодействовать. Про стресс упоминали. Были какие-то наблюдения, когда там пациент, например, соблюдал все в целом рекомендации, правильно питался, вот какую-то базу все делал, которую мы сегодня обсуждали, и у человека произошел какой-то очень тяжелый трагический случай, пациент приходит через полгода, и мы видим там какую-то страшную картину в ротовой полости. То есть какая взаимосвязь внутреннего состояния, там, духовного состояния, психологического состояния зубов? Ну, знаете как, тут я видел много ситуаций, 5-6, когда вот мы сделали какую-нибудь операцию, удаление, имплантация, наращивание кости, неважно, и у пациента что-то происходит, да, там близкие уходят, какое-то там, в общем, тяжелые обстоятельства. И да, тут может на вот кортизоле, на стрессе, на негативе прям рана категорически не заживает. Вот, видишь, она категорически не заживает. Безусловно, наше духовное психоэмоциональное состояние влияет вообще на все. Вплоть до усвоения продуктов питания. И ты можешь питаться, а у тебя постоянный стресс, невроз. И это другая крайность. Крайность тех наших пациентов, которые подписаны на всех. Я вот, например, ни на кого не подписан почти. И они все знают. И они понимают, настолько все плохо, как они не успевают ничего делать, ни ферментировать, ни квасить, ни приводит к неврозу. А невроз это уже приводит к дальнейшим последствиям. То есть, поэтому в первую очередь все разговоры, которые мы ведем с пациентами, я стараюсь вести с точки не напугать, не загрузить, что ты все делаешь неправильно, а наоборот дать посильные задачи, которые можно выполнить. Я когда готовился к нашему интервью, вспомнил то, что я видел у разных блогеров картины взаимосвязи не просто вот внутренних органов, то, что мы сегодня обсуждали, зубов, а именно взаимосвязи меридиональной. То есть мы в традиционной китайской медицине, я ей занимаюсь, говорим о том, что у человека есть не только физическое тело, но и есть меридианы, определенные каналы, по которым течет ци или жизненная энергия. Причем именно наличие каналов, там, для того, кто практикует цигун, это достаточно очевидные вещи. Там наука уже доказала, что вот эти каналы существуют. И иголки мы ставим там по определенным точкам, которые связаны, чтобы повлиять там на канал, затормозить его или там восполнить, либо что-то еще сделать. И вот я видел вот эти карты взаимосвязи меридианов и зубов. Вот существует ли вот эта взаимосвязь? Может быть, как-то используете, или, может быть, это уже там какие-то интегративные стоматологи уже пытаются притянуть тут китайскую медицину за уши? Ну, я все-таки физматовец, и мой любимый апостол – это апостол Фома. Maybe. Вот, может быть. Я не специалист китайской медицины, и я меридианы, поскольку не видел, как сказал апостол Фома, вложу перста в раны и поверю. То есть я не отрицаю, что это может быть. Для меня китайская медицина это просто незнакомая история. Я понимаю, что это что-то более древнее, сформированная какая-то философская концепция, философско-практическая, которая вполне возможно, что работает. Ну, в чем не разбираюсь, не буду говорить, потому что, опять же, можно предполагать, но ставить это предположение во главу угла, исходя из этого, принимать какие-то решения в полости рта, я, наверное, не могу. Вот связь, например, зубов, мертвых особенно зубов, и щитовидки мне понятно и очевидно.
Я удалил мертвые зубы, там, провел терапию, аутоиммунные состояния улучшаются. Болезни, там, аутоиммунные болезни щитовидки. С меридианами я пока не вижу для себя этой возможности просто это увидеть, это понять. Потому что я человек, в принципе, малограмотный. Вот когда я это изучу и увижу какую-то вот прям верифицированную связь, вот, потому что я не люблю играть во что-то. Это надо либо быть, вот серьезно понимать, что это вот так, а изображать, что я там где-то нахватался каких-то там таблицах в интернете и показываю, что вот там уходить в такую хиромантию я бы не хотел. Вот так. Чтобы никого не обидеть. Очень интересно про аутоиммунные заболевания. Ну, как бы тут, понятно, идет воспаление, продукты воспаления попадают в лимфатическую систему, в кровеносную систему. Какие вот были наблюдения? Вот мы говорили сегодня немножко про наблюдения по ревматоидному артриту, да. по аутоиммунным процессам в щитовидной железе. Да. Какие еще были наблюдения? Как это все влияет? Ну, в основном эти два таких столпа это ревматоидный артрит и это аутоиммунное заболевание щитовидки. Это прям у нас базовая такая история. Ну и, естественно, факторы воспаления. Там у нас с гомоцистеином очень много может измениться, если мы убираем очаги воспаления с С-реактивным белком, со СЛО, с лейкоцитами, лимфоцитами и так далее. После того, как ты убираешь изо рта все очаги хронической инфекции, и те мертвые зубы, которые прям уже видно, что нам с ними не жить, потому что под ними кисты, воспаления, и мы понимаем, что их перелечивание не даст нам искомого результата. Либо мы перелечили, но не получили результата, просто их решили удалить. Мы видим, что да, вот это уже, я даже уже не скриню эти истории, их очень много. Проблема с щитовидкой улучшается. Иногда вплоть до полного исцеления, да, иногда просто сильно лучше становится. То есть мы видим по анализам, как от ТПО и от ТГ они уменьшаются. Да. Мне всегда интересно было кисты, которые образуются под мертвыми зубами. Это как некая статистика, что там 8 из 10 так будет? Или иногда бывает, что под мертвыми зубами ничего и не образуется? Ну, смотря сколько вы собираетесь жить. То есть, если мы возьмем, что вот мы умерщвили зуб и после этого провели линию в бесконечность, то рано или поздно нам киста будет. Рано или поздно. Просто доживем мы до нее или нет. Это как с онкологией, что если человек будет жить там 500 лет, то у всех будет онкология. Рано или поздно, просто по закону чисел, да? По закону вероятности. То есть там так или иначе. То же самое с кистами. Просто если мы берем наш подход, то мы постулируем, что мертвые зубы это плохо. Но мы не можем брать за основу тезис, что поэтому мы удаляем вам все мертвые зубы. Все-таки удаление всех мертвых зубов – это отдельный разговор с каждым пациентом, смотря на его анализы, на его состояние и так далее. Потому что в отличие от создателей фильма «Основная причина», которая есть в Ютубе, можно посмотреть, ссылочку дадим, я не являюсь пропагандистом и, значит, не знаю, как сказать, манифестатором каких-то хайповых идей. Потому что, ну, если задача была бы там сказать просто, ну, уберите все мертвые зубы, ешьте правильно, поднимите пенсии. Ну, то есть там такая история, попахивающая все-таки немножко хайпажорством, что все проблемы в организме с мертвыми зубами связаны. Как только мне вообще говорят, что все проблемы связаны с чем-то, я сразу закрываю лавочку, диалог и ухожу, потому что так не бывает. Это называем мономаньячеством. Вот. Все проблемы из-за, там, не знаю, давайте, что у нас сейчас. И то же самое, все проблемы решает ягоды Годжи. Там, что у нас сейчас? Спирулина. Ну, спирулина, давайте, хлорелла, вот все, вот я вылечил с помощью детокса. Паразиты, сейчас, значит, не паразиты, сейчас у нас клизма. Эта вся херня длится с конца 19 века, все эти мономаньяческие закидоны, что вот мы лечим электричеством, мы лечим это самое, соляркой давай. Нет, ребят, это так не работает. Не все причины связаны с мертвыми зубами. Поэтому я очень рад, что для создания этого фильма нашли бедного австралийского парня, миллионера, у которого был один мертвый зуб. И он 10 лет страдал, потом его удалил и вылечился от всего. Но это так не работает. И, соответственно, тут это неправда. Другой вопрос, что мертвые зубы это плохо, безусловно.
потому что это все равно нагрузка на аутоиммунную систему. Поэтому точно, что не надо делать, это удалять нервов зубов на всякий случай. Да? Когда там типа, вот там чуть-чуть осталось, давайте, ладно, уж удалим, геморрой будет меньше, естественно. И с каждым пациентом мы, в отличие от сектантов и маньяков, работаем индивидуально. Если приходит человек, у которого реально там аутоиммунка зашкаливает, у него там 1 или 2 мертвых зуба с кистами, ну окей, тут можно подумать о том, чтобы эти зубы удалить. Но если приходит человек, у которого все нормально, у него во рту 10 мертвых зубов, там, с коронками какими-нибудь. Я говорю, давай удалим. Почему? Ну, я фильм посмотрел, там, и вообще говорят, у тебя заблокировано 3 меридиана. Ну, странный подход, да, то есть человек пришел, вроде, я вот услышал, там, у тебя рак будет когда-нибудь от этого. Ну, рак у нас, в принципе, всегда будет, так или иначе, глобально. То есть, ну, это вот опять же, я стараюсь в своей практике идти через запрос пациента, через диалог и не через страх. И я расхожусь с коллегами, которые идут через страх. То есть, вот, типа, у тебя 50 зубов надо удалить, иначе ты умрешь. Ну, это так не работает. Это вот, я считаю, что тот стресс, который ты наносишь пациенту, оно намного хуже, чем твои какие-то предположения в стоматологии. Надеюсь, мысль объяснил. То есть, опять же, мертвые зубы – это нехорошо, да, они загружают нашу иммунную систему, могут привести к аутоиммунным историям, но все надо смотреть индивидуально на количество этих мертвых зубов, на их состояние, на ваши анализы, на ваши запросы и так далее. То есть все спокойно, индивидуально. И бойтесь донайцев, дары приносящих, то есть бойтесь людей, которые говорят, что есть одно универсальное решение, которое решит все ваши проблемы. Это всегда люди, которые либо заблуждаются, либо целенаправленно вводит вас в заблуждение. Это касается всего, не только зубов, это касается и кисломолочных напитков на ночь, и клизм, и всего вообще. Одного простого решения нет. Я вот тоже не сторонник крайностей. Недавно сам был в гостях на подкасте, мы записывали большое видео про кишечник, про желудочно-кишечный тракт. Там 2 миллиона набрало просмотров видео, и мне люди начали писать, нашли мой телефон личный. Евгений, ну вот мы все теперь поняли, вся причина в кишечнике. Я потом записал другое видео по паразитам, там 500 000 посмотрело. Евгений, все, точно, паразиты во всем виноваты. Я людям тоже объясняю, что нет какой-то вот одной причины, что там все от кишечника, или все от печени, или все от щитовидной железы, или все от зубов, или все от там... от шишковидной железы, или все от уровня духовного просветления человека, или все от генетики. И вот я тоже так вижу, то, что нет чего-то одного конкретного, но есть вот эта целостная взаимосвязь, которая прослеживается внутри человека. Это и физическая часть, и, безусловно, духовная часть, которая влияет. Грамотный специалист, он всегда будет отличаться от неграмотного тем, что он будет стараться найти вот эти такие пожары на уровне тела и их начать устранять, а не просто концентрироваться на чем-то одном, говорить, все, вот тут у тебя, не знаю, там какой-нибудь гипогонадизм, вот из-за того, что это сейчас такой тренд идет, всем лично гипогонадизм я вижу в эндокринологии, вот у тебя из-за низкого тестостерона все проблемы, плохое настроение, там, не знаю, не зарабатываешь, плохое состояние кожи, все такое. Вот мне тоже не резонирует, и я таких людей боюсь в каком-то смысле слова, потому что это какие-то сектанты и фанаты. Ну, это, мне кажется, еще исходит из психологии, потому что вот то, что мы с вами говорим сейчас, это сложно продать. Иногда вот мы с пациентом общаемся сейчас, я вижу, что вот он говорит, вы мне скажите все-таки, что мне вот. Я говорю, нет, я вам не продаю. Поймите, у меня ипотеки нет, у меня все хорошо, и я вам не продаю. У меня там не стоят голодные ортодонты, ортопеды, хирурги и ждут, когда я им подкину вас. Я не продаю, я вам сказал всю полноту своего знания, и в полноте знания всегда есть выбор, увы. То есть я не могу, я, естественно, всегда даю там 2, 3, 4 иногда плана лечения, вариантов. Но я не скажу, я скажу, вот этот полнее, этот, на мой взгляд, лучше, этот такой, но всегда остается выбор. Свободу выбора лишать. Есть однозначная история, безусловно, когда-то это надо удалять, это надо сохранять, это надо лечить. Но если мы берем комплексную историю, когда мы смотрим там комплексный анализ, то там всегда, конечно, есть момент выбора, момент сомнений, момент размышлений. Но это плохо продается. А если человек работает в системе, где он должен пациенту продать, то, естественно, начинается вот эта история, что мы решили все, последнее исследование, что тестостерон, значит, это
У меня был пациент, который говорил, что вот мужчины умирают раньше, потому что теряют цинк, а цинк в сперме, поэтому нельзя, значит, эякуляцию испытывать. Если не испытываешь эякуляцию, живешь чуть ли не вечно. Вот он мне 20 минут это рассказывал, я тоже испугался, думаю, господи. Последняя радость в жизни оставалась, понимаешь, пить нельзя, курить нельзя, эякулировать нельзя, сладкое нельзя, ну куда, доколе уже. Но это все мономаньячество. Я называю мономаньячеством, страдать не надо, друзья. Жизнь намного полнее. Как говорил Фауст Мефистофелю, теория суха, мой друг, а древо жизни зеленее. Перевод Пастернака, если что. Да, поддерживаю. Куда вообще сейчас в целом движется стоматология как область медицины, что радует в тенденциях, что очень огорчает? Ну, я уже вначале говорил, что мы движемся на то, что через 5-10 лет мы, безусловно, произойдет размежевание. И сформируются, я думаю, 3 типа, может 2, ну, разные виды. Первое, это будет максимальное укрупление сетей, то есть останутся только такие большие сети, максимально механизированные, типа вот, да, наших вот известных сетей, там их будет по 100, по 200, по 300 клиник, в общем, как везде в капитализме идет укрупнение. Где будет все вот прям страховка, там какие-то алгоритмы, минимальная роль вообще решений врача, автоматизировано, дырозалатывание, коронкоделание, зубовыдирание. И я думаю, что они дойдут до какого-то значительного уровня по мануальному качеству. Потому что у нас в стране одна из лучших стоматологий в мире, и эта тенденция будет развиваться. Соответственно, огромное количество вот этих мелких, средних бизнесов, они будут закрываться, уходить, потому что это... Я вижу эту тенденцию. То есть останутся очень крупные игроки, с одной стороны. А с другой стороны, останутся такие авторские, назовем это так, заточенные под какую-то определенную философию, тип мышления, да, вот такие стоматологии, которые проповедуют какую-то отдельную философию, какие-то специализируются на чем-то, что они делают вау, хорошо, то есть там 10 из 10, а даже 11 из 10 по качеству. То есть работающие с определенным своим контингентом. И третье, наверное, как я и говорил, это вот такие стоматологии в кооперации с другими интегративными направлениями, где занимаются именно здоровьем зубов, превентивной работой с зубами, с попыткой сохранить, с попыткой развить с детства правильный прикус и так далее. Но второй и третий тип, они, в принципе, могут и, наверное, как-то сосуществовать. И наше видение в том, да, что мы делаем сейчас, это делаем уже больше 10 лет, но это совершенно не потому, что это я к этому имею отношение, но это на самом деле такое, пациенты часто говорят, какое-то стоматологическое зазеркалье, то есть это совсем другое, это другой формат и работы с пациентами, и общения с пациентами, и целеполаганий, и задач. Вот, и, соответственно, даже вот отзывы я получаю, я понимаю, что это отзывы, очень сложно понять, что это отзыв для стоматологии, потому что у людей там отзывы по головным болям, по щитовидкам, по тому, по сему, то есть, ну, ты понимаешь, что ты все-таки участвуешь в каком-то сотворчестве вместе с врачами других специальностей, вместе с пациентом, вы создаете такой круг здоровья, да, и это очень здорово. Да, это не масштабируемая история, к сожалению. То есть я не могу завтра открыть 10 таких мест, потому что у нас клиника, это по сути такой дом, такой храм, это такой вот. Но это место не просто помещение, да, и понятно, что это не масштабируемая история, понятно, что врачей таких мы только лишь можем воспитывать сами, взращивать, поэтому у нас и все наши расширения, там, отпочковывание происходит очень-очень медленно. То есть, если вы мне завтра скажете, вот тебе 5 помещений, сделай мне 5 таких клиник, я просто не смогу. Потому что каждого такого врача с ним просто понятийно друг друга понять, это месяцы, годы общения, уроков и так далее. Поэтому тенденции радуют. Кто-то уйдет радикально вот в механизм, но дойдет в этом каких-то высот
и укрупнение, а кто-то уйдет вот в индивидуальное. Вот так. Здорово, очень интересно. Я считаю, что у нас получился очень интересный подкаст, очень такой глубокий. Мы многое успели обсудить, и я думаю, наши зрители смогут немного по-другому взглянуть на стоматологию, на здоровье человека, поймут вот эти тонкие взаимосвязи, и я думаю, наша беседа их на что-то такое глубокое подтолкнет, чтобы определенные механизмы психически сдвинулись в другую сторону. Вот, в общем-то, основная цель нашего подкаста такая просветительская, чтобы люди что-то узнали. Дорогие друзья, обязательно ставьте этому видео лайк, пишите свои комментарии. Ну и у меня такой последний заключительный вопрос, что пожелаем пациентам, зрителям? Особенно сейчас, что пожелаем, потому что мы живем в очень интересное время. Я вот не подготовлен, но скажу, что вот все, что мы обсуждали с Евгением, это связано с тем, что мы живем в эпоху перемены, перелома, а как китайцы говорят, не дай бог тебе жить в эпоху перемен. Но тем не менее, мы живем во время, когда, с одной стороны, откуда вот все это происходит, все эти альтернативные взгляды на медицину, все эти альтернативные подходы к лечению, блогеры, инстаблогеры, врачи, нутрициологи. Потому что ничто не бывает просто так. Во всем этом виновата официальная медицина. Потому что если бы с официальной медициной, вот в кавычках, все было бы шикарно, вот они бы все делали классно, то, конечно, ничего этого бы не было. Все бы жили, все поживали, ходили бы в поликлинике, радовались жизни. Но нарушился авторитет и государственных, и межгосударственных, надгосударственных, всех медицинских институтов и, значит, соответственно, в сегодняшний день. ВОЗ вам советует, там, та-та-та-та-та. Сделаю наоборот. Спасибо большое. После особенно 2020 года вот ВОЗ советует, я, наверное, пойду в противоположное направление. То же самое, там, Минздрав сказал, понятно, все ясно. Соответственно, у массы людей, не буду говорить, что у всех, но у массы людей сейчас есть это осознание, что я со своим здоровьем оказался наедине. То есть нету государства, нету мирового сообщества, нету сообщества врачей, которые вот заботятся о моем здоровье в прямом смысле. Все прекрасно понимают, что все это филиалы тех или иных фармакологических каких-то концернов, которые, ну вы поняли, да. Big Pharma рулит. Это с одной стороны. И с другой стороны, что исходя из этого полностью нарушен научный консенсус. Поэтому мы и видим то, что происходит в общем целом вокруг. Потому что этот научный консенсус был скомпрометирован очень-очень сильно. И когда сейчас происходят вещи, которые, в принципе, когда мы говорили в 2020 году, все думали, что мы, в общем, чуть ли не которые про инопланетян рассказывают, а сейчас это происходит, то есть это президент США прошлый, последний день своего президентства, пишет индульгенцию, вот вы задумайтесь, то есть помилование от будущих возможных преследований доктору Фаучи, который, в общем, нам... Это индульгенция, если задуматься, то сейчас доктор Фаучи может пойти там в супермаркет и, например, там изнасиловать кассиршу, не знаю, моя фантазия почему-то сейчас выдала эту картину, ну, не знаю, там что там, украсть машину. И когда его поймают, он говорит, ребят, у меня вот бумага от Байдена, у меня вперед от всего есть это освобождение от грехов всех. А почему? А что этот святой человек, которым нам описывали, что доктор Фаучи, он там ночью не спит, как Сталин, там сидит и про нас думает, как бы нам здоровье дать, ему дают индульгенцию, чтобы его, не дай бог, не посадили, а, значит, Дональд Трамп выводит Америку из Всемирной организации здравоохранения. Это все очень смешно. Мы живем вот в такое время, поэтому я вам посоветую, такая длинная преамбула, не выключать никогда критическое мышление. Не верить авторитетам, регалиям, орденам и званиям. Базироваться вдумчиво на опыт, опять же, предков, на логику, на интуицию, на здравый смысл. И когда вам кто-то нагоняет страх, неважно, это касается мертвых зубов, либо того, что все пенсионеры в Италии умерли, что тебе сложно остаться дома и надеть маску, потому что иначе ты убиваешь пенсионеров, значит, надо понимать, что этот человек не желает тебе ничего хорошего, потому что через страх работают вообще нехорошие люди.
Вот это так не работает. И как каждый раз. И сейчас это будет, я думаю, нагнетание по поводу чего-то страха. Не надо в это впадать. Я с вами прожил 20-й год. Да, бывали сложные моменты, но когда ты исходишь не от страха, а от здравого смысла и доброй воли, становится легче. Поэтому желаю вам любви и здравого смысла. Всем спасибо, всем пока. Я, наверное, закончу одной фразой, которая написана на наших мэках сегодня. С нами Бог. Она, кстати. Да, вот это было не просто так. Да. Всем пока. Пока. По-моему, здорово получилось. Да, неплохо. Прям хорошо.